Одна из самых значительных и осознанных встреч состоялась в Ленинграде в 1947 году. Была зима, стояли длинные очереди за хлебом. Холод был повсюду, город был наполнен морозом. Эрмитажные старушки-хранительницы сидели синие, подставив под ноги деревянные решетки. Посетители ходили в верхней одежде, да и тех было очень мало. Мы могли один на один общаться с великими холстами, и никто не отвлекал от внутреннего потрясения этих встреч. И вот возвращение блудного сына. Все, каждый мазок, каждое прикосновение мастера казалось чудом, которое видишь своими глазами. Мне казалось тогда, что я вижу самую вершину искусства, выше которой человеку нельзя подняться. Гелий Коржев. Когда я потерял сразу двух своих родителей, рассказывал Гелий Михайлович, они ушли один за другим в 86-м, долгое время из-за боли не мог ничего рисовать. Делал только эскизы на библейские темы. Получилась целая серия. Авторское название этой серии «Библия глазами соцреалиста». Он был такой очень независимый художник. Он имел орден Ленина, но не был членом партии и не писал по партийным заказам. Хотя участвовал в том же 86-м, например, в выставке «Мы строим коммунизм». Термин «соцреализм» он расшифровывал не как социалистический, а как социальный, что означает, говорил он, жизнь человека во всей сложности. И все же религиозных тем от него никто не ждал. Я начал работу над этим циклом, когда современная жизнь, как таковая, стала мне неинтересна. Хотя в библейских сюжетах очень много любопытного сходства с тем, что происходит в наши дни, главное для меня – там совсем нет политики. Есть борьба, есть противники, есть друзья. Политики нет. Мораль, нравственность, духовность. Слова, которые в определении искусства стали занимать заметное и даже как бы высшее оценочное значение. И каждый раз, читая их, не чувствуешь к ним того почтения и волнения, которого они заслуживают. В чем тут дело? Эти качества в искусстве всегда были следствием и вытекали из поступка. И именно поступок был носителем того, другого и третьего. А носителем морали, нравственной высоты и духа был герой. Он-то и совершал тот поступок, который выявлял эти качества и делал их достоянием людей того или иного времени, или даже определял идеалы своего времени. Вот этого поступка и не хватает в нашем искусстве. Гелий Коржев. Год спустя, в 1987-м, появилась первая картина его нового цикла «Благовещение». Апостол Лука пишет, что Дева Мария, услышав приветствие ангела, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Эти мысли должны были неизбежно привести будущую мать Мессии на Голгофу. Она из пророков знала о судьбе, которая ожидает ее сына, Христа. Вот что за тень на стене у Гелия Михайловича. Ангел говорит: «Не бойся, потому что ей страшно». И вот он, героический поступок. Зная обо всем, она сейчас повернется и ответит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Классическим проявлением поступка мне представляется Отец в картине Рембрандта. Он прощает, и не только прощает, но принимает его, покрытого коростой, в свои объятия. И такой таинственной, струящейся любовью пронизан холст. Столь сложна была жизнь этого старика, и в критический момент вспыхнула нежность и надежда с такой мягкой и бездонной глубиной, что трудно назвать еще что-либо подобное. Гелий Коржев. Он писал очерки о профессии, которые открываются главой «Учителя».
и там на первом месте стоит имя Рембрандта. Оно с детства было овеяно для него какой-то прекрасной тайной. Я могу признаться, что, заканчивая жизненный путь, я не смог познать ее. Может быть, это и есть творческое счастье. И вот что странно, говорит Гелий Михайлович. Прямого переноса библейских событий на современный язык у Рембрандта нет. Все сцены созданы воображением. Весь этот фантастический мир создан художником. И художником-реалистом, жизнелюбом. Блудный сын окрашен личным чувством такой силы, что так и кажется, что художник выразил свои отношения с сыном. Художник пережил, правда, ненадолго Титуса. Так и кажется, что воздух любви и милосердия, что заполняет всю картину, есть перемещение в холст чувства. Это умение Рембрандта, читая Библию, окрашивать сюжеты личными переживаниями, не сводя к упрощению, наоборот, раскрывая общечеловеческий смысл великой книги. Гелий Коржев. Отец Коржева был одним из основоположников советской ландшафтной архитектуры. Парк Горького, Измайлова, Останкино – это все его труды. Высокий, худощавый. Коллеги звали его Дон Кихотом ландшафтным. А рядом с ним мама, пишет Гелий Михайлович, небольшого роста, крепкая, трезво смотрящая на мир, но верящая во все фантазии отца, чем не Санчо. С годами внешнее сходство перерастало в глубокое сходство внутреннее. Как-то очень давно, когда я был мальчиком, отец объяснял мне, что такое интеллигент. Он говорил, что подлинный интеллигент должен уметь работать за чернорабочего и за прораба, за инженера и за творца, создателя проекта. Такова была программа архитектора и труженика. Не правда ли? Есть в ней донкихотовский привкус. А мне казалось, все больше срастались эти два человека. Герой книжный, а второй, которого я видел ежедневно. И при помощи изучения отца рос и рос в моих глазах Дон Кихот, обретал плоть и кровь. Всю жизнь с детства я читал и перечитывал Сервантеса. Пробовал рисовать, но ничего не получалось. Когда был в Испании, искал соответствующий типаж и ничего похожего не обнаружил. Только в последние годы нашел прототип благородного идальго в лике собственного отца. Наверное, из-за того, что прообразом становился отец, я совершенно перестал замечать смешные и нелепые стороны характера Дон Кихота. Наоборот, глубина его возрастала по мере вживания в образ. Гелий Коржев. Образ великого рыцаря, через Достоевского, очевидно, через его князя Мышкина, проложил дорогу к потрясающей силой картине библейской серии «Отец и сын». «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Евангелие от Матфея. Эту пьету, выстраданную, прожитую, как у Рембрандта, тоже можно назвать возвращением блудного сына. Потому что в этот самый миг сын сошел в страну далече, чтобы за руку вывести из ада всех заблудших, воскресить и вернуть отцу. Тут вся история человечества, вся Библия. Адам несет на руках уставшую Еву. Потерян рай, благополучие и счастье. Впереди неизвестность и тяжелые труды. Но решимость Адама, его нежность к Еве, готовность к преодолению всех трудностей должны убедить зрителя в его силе и их любви. Гелий Коржев. Это полотно, лишенное рая, кажется парой, прологом к другой картине «Трудные шаги к истине», которая была настолько важна для Коржева, что он пытался передать на ней запах рыбы и опилок. Ведь многие ученики Христа, говорил он, занимались простой работой до встречи с Ним.
Искусство родилось в борьбе со смертью. Человек хочет жить вечно, и даже скорее духовно, чем физически. Оставить мысли и чувства своим потомкам, рассказать о времени и о себе, породить что-то более долговременное и живое, чем ты сам, и тем самым продолжать жить рядом со своими внуками. Это завещание. Так и сказано на его могиле. Живые закрывают глаза мертвым, а мертвые открывают глаза живым. Прародители выбрали трудный путь, но тоска по раю научила их той любви, о которой пишет апостол Павел. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Так что в конце у предков уже не неизвестность, а тихая, светлая осень. Главное – уловить биение жизни и перенести его, вдохнуть в дело рук своих. И тут мало, совсем недостаточно внешнего правдоподобия. И вообще рецептов в этом деле нет. Тут и заключена главная тайна искусства и неискусства. И каждый разгадывает ее по-своему. Почему потрясает уже много столетий Владимирская Божья Матерь? На ней лежат слои поздних переделок. Время наложило свои меты. В прах превратились кости ее создателя. Забылась эпоха, ее треволнения, пролетели и другие. Люди, жившие вместе с ее художником, не смогли бы понять нас сегодняшних. А она все живет и будет жить, когда от нас ничего не останется. Тут любые объяснения бессмысленны, и пытаться не стоит. Гелий Коржев. 22 июня 1941 года мы собирались с приятелем пойти в Третьяковку. С утра я сидел в кабинете отца и рисовал этюд с тетей Нюры, которую я решил превратить в страстную испанку. Вот за этим занятием застал меня звонок. Война. Ему было 16 лет. Он записался на курсы снайперов, уехал учиться под Смоленск. Но из-за приближения линии фронта курсантов вскоре вернули в Москву. А потом деятели культуры попросили Сталина сохранить талантливую молодежь, и его Суриковскую школу отправили в эвакуацию. Середину вагона, вспоминал Коржев, занимала громадная катушка кабеля. Я на ней спал, и было очень трудно устроиться между болтами, что стягивали деревянные круги. Школьники, особенно те, что без родителей, как-то терялись среди хозяйственных мам и бабушек. Некоторые семьи были многочисленны и заняли наилучшие места. Пожалуй, с этого момента я начал сталкиваться с эгоизмом, и даже не знаю, как назвать. Это желание постоянно захватывать лучшее и избегать любой общей работы. Долго ехали наши вагоны, около 10 дней. Помню, как совершенно уже измученные мы грузили вещи в 2 машины, а когда кончили погрузку, то места нам, грузчикам, не осталось. Из машин выглядывали тетки, бабки и дети, иногда великовозрастные. И вот после полуголодной дороги пришлось идти 50 километров пешком без взрослых. Идти, куда глаза глядят. Хорошо помню последние километры. Солнце садилось. Один мальчик сидел на дороге со стертыми в кровь ногами и плакал. Наше появление в столовой не вызвало никакого интереса. Там мы увидели тех, что уехали на машинах. Они ужинали, успев еще и пообедать и разместиться. Потом ночью погнали в баню и показали класс, где стояли топчаны, на которые мы и рухнули. Так для меня началась жизнь и учеба в селе Воскресенское. Гелий Коржев. «Я не художник военной темы», – пишет Гелий Михайлович. Хотя война и вошла в мою жизнь в такие года, когда начинает формироваться личность человека. И она не могла не оставить неизгладимого следа в биографии просто и в творческой тоже. Погибли люди, миллионы, не раскрыв ни своих возможностей, ни сил, а то и не начав, собственно, жить. Все это для меня слишком серьезные вещи, чтобы о них говорить много. Поэтому он говорил красками.
Опаленные огнем войны – потрясающий цикл. Батальных сцен действительно нет. Но сколько людского горя, боли, радости. Война научила его состраданию и любви и открыла глаза на мир Библии. Сейчас мне кажется важным, что небольшая группа наших учителей-художников, живя в тех же, а иногда и еще в худших условиях, недоедая, плохо одетая, да еще обремененная семьями, не потеряла авторитета среди учеников. Отношения не стали бытовыми, а оставались в искусстве. Я хорошо помню тусклую коптилку, на столе немного печеной картошки. Мы макали картошку в соль и слушали о Рембрандте, о картине «Блудный сын». И тут же учитель восхищался красотой старого кофейника и обгоревшей картошки. И мы видели их глазами Рембрандта. Вечность красоты становится явной, проникает из золоченых рам воображения в наш нищий быт, не теряя своей прелести. Гелий Коржев. Странное было время, пишет Гелий Михайлович. Радио передавало мрачные сводки, письма звуковые на фронт, письма розыски. А за окнами снега завалили наше общежитие до крыши. Трещала рассохшаяся печь, тихая речь ребят, кто-то рисует, читают. Одни и те же воспоминания и переживания юности породят у него и военный, и библейский цикл. И еще параллельно тюрликов, легко узнаваемых, без которых картина мира сего была бы неполной. Я пытался фантастическим существам придать характер совершенной реальности. Я был далек от мысли, что изображаю существа, несущие зло и ненависть. Я полагал, что этот мир существует параллельно нашему, и они во многом похожи на нас. Глядя на них, нам легче увидеть себя в этом отражении. Просто когда пишешь реальную жизнь, надо помнить, что и тюрлики живут и действуют. Гелий Коржев. В их школе была звезда Кира. Красавица, умница. Люди ходили смотреть, как она рисует этюды. Мальчики за ней тянулись, и он тоже, хотя был на год младше. Девочек почему-то решили раньше вернуть в Москву. Он бросил в отъезжающую машину ветку сирени. И этот день, 23 мая 1944 года, они отмечали потом как день начала их любви. Они прожили вместе 62 года, вырастили 2 дочек, которые тоже стали художниками. Кира Владимировна продолжала работать, но, конечно, ей пришлось пожертвовать живописью ради семьи и ради него. Она первой видела его эскизы, давала ему советы, он считался с ними. Длинная, непростая жизнь за плечами этих 2 стариков, рассказывал Гелий Михайлович о своих Адаме и Еве. Жизнь в раю, молодость, счастье, радость сменились изгнанием. Началась совсем другая жизнь, полная трудов и печали, а впереди смерть. Но осталась большая человеческая любовь, преданность и доверие, которые позволяют им жить и надеяться. В Лувре хранится один из самых замечательных автопортретов Рембрандта. Перед нами человек, много переживший, но не сломленный, мудрый и могучий. Он многое понял в жизни, ее несовершенство и несправедливости, но остался с кистью в руках у холста. Модный портретист, хозяин большого богатого дома, аристократка-жена, коллекционер всевозможных редкостей, собиратель гравюр, живописи. И в краткое время все рухнуло. Умерла жена, описано имущество, из дома пришлось уехать, состоялся церковный суд над Рембрандтом, общественное порицание и, наконец, нищета стучится в дверь. И вот тут-то рождается подлинно великий Рембрандт. Великий человек, сумевший преодолеть все беды и смерти близких и поднявшийся на невиданную высоту человеческого духа. Он не только проделал этот человеческий подвиг,
но нашел новый язык и форму своего искусства, не имеющую аналогов и по сие время. Какой же волей нужно было обладать, каким могучим интеллектом и любовью ко всему живому. Несчастья переродили этого модного живописца в титана мировой культуры. Гелий Коржев. Вероятно, это было программой и самого Гелия Михайловича. Для него поступок художника не менее ценен, чем поступок, изображаемый на полотне. Искусство как служение. Открываются его размышления рассказом о Рембрандте, а последнюю главу под названием «Библейский цикл» Коржев посвящает Иванову. Иванов, пишет он, был художником-подвижником. Мы иногда употребляем это слово, но реже раскрываем его смысл и еще реже призываем к подвижничеству. А ведь именно этому явлению обязан мир длинным рядом шедевров во всех областях науки и культуры. Никогда еще в живописи не появлялся представитель самых угнетенных слоев населения. Раб с веревкой на шее, изображенный с пронзительным сочувствием, глубочайшим пониманием его социального положения. Если взять смысловой треугольник картины, который отмечают многие исследователи Иванова, раб, пророк, мессия, то ощущение социальной наполненности еще более усиливается. Неистовый пророк, провозвестник, впитавший в себя нужды этих рабов, вселяет в них надежду, силы. Да, Иванов человек, возможно, хотел сделать картину религиозной, но художник-гражданин Иванов победил. И это стало победой искусства, подвигом художника в борьбе за правду и истину во имя своего народа. Гелий Коржев. Вот так примирилось у Гелия Михайловича земное и небесное на трудном пути разума к истине. А сердце его в его картинах. Отец и сын, Мария в гробе, в тени креста. Еще очень редкий образ несения креста с Богородицей. Кажется, что в своих работах он сумел передать восклицание Достоевского: «Если бы кто доказал мне, что Христос вне истины, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, чем с истиной». Не могла Мария не знать, что Христос идет по улицам, что несет этот крест. В картине выражена ее беспомощность. Она ничего не может сделать. Гелий Коржев. В 1995 году Коржев отказался принять Орден Дружбы. Я родился в Советском Союзе, честно принимал идеи и идеалы времени. Ныне существует общественное устройство, прямо противоположное тому, в котором я сформировался как художник. И принятие государственной награды будет означать для меня признание в лицемерии всего моего творческого пути. Прошу с пониманием отнестись к отказу. Он чувствовал себя невостребованным и даже отверженным в последние годы. «Сейчас время безразличия», — говорил он. Но каждое утро шел в мастерскую. «Не можешь писать – ходи, мучайся, но будь на рабочем месте. Делай, что должно, и будь, что будет. Каждый день человек должен становиться лучше, избавляться от пороков». Так он говорил и так он жил. А однажды перед смертью в шутливой беседе, дочь вспоминает, вдруг очень серьезно воскликнул: «Я нужен Богу». Удивительны две его последние вещи. На одной ветеран-калека с куском красного знамени, а на другой распятие с названием «Последние часы на земле». Тут, пожалуй, необходимо сказать еще об одной тайне искусства Рембрандта. Если вам скажут, что между вами лежат 300 с лишним лет, что родился он, когда на Руси было смутное время, нашествие поляков, избрание Романовых на царствие, вы не поверите. С холстов смотрят живые люди, с живыми чувствами, понятными и близкими. Они и вы рядом.
и нет между вами столетий. Гелий Коржев.